Космические путешественники. Помните наш первый полет? Мы добрались до ближайшей к Солнцу звезды. На пути яркие события чередовались с невероятными опасностями, живописными небесными шоу со взрывами и другими катастрофами. В общем, впечатления остались просто фантастические. Такое приключение хотелось бы пережить еще раз. Тем более, что с тех пор ученые выяснили много нового о наших звездных соседках. Одна из них даже, возможно, послала нам некие сигналы, а это значит, что пришло время ответить на позывные звезды и отправиться к ней в гости. Только согласитесь, как-то не хочется тратить бесконечное время на дорогу. Какой транспорт быстрее подбросит нас к нужной остановке? Обычная ракета, каравелла под солнечным парусом или что-то еще более экзотическое? Например, космическое судно, которое движется за счет непрерывных взрывов атомных бомб. У каждого есть свои плюсы и минусы. Но у нас в приоритете будет скорость. Протестируем самые перспективные средства передвижения и отправимся в путь. Только для начала неплохо точно разобраться с маршрутом. Какая звезда ближе к Земле, не считая Солнца? Казалось бы, при современном развитии астрономии очень просто ответить на этот вопрос. Мы уже во многом освоили космос с помощью телескопов. Недавно ученые даже заглянули буквально на окраину Вселенной. Потенциальная галактика HD-1 с помощью телескопа Джеймс Уэбб найдена аж в 13,5 миллиардах световых лет от Млечного Пути. И где-то там может быть жизнь. Но нам трудно просто представить такую даль. А о полете туда пока нечего даже мечтать. На это понадобится миллиарды лет. Однако ученые уже всерьез задумываются о межзвездных перелетах в пределах нашей галактики Млечный Путь. Так что давайте конкретнее разберемся с ближними звездами. Астрономы недавно создали специальный обзор таких светил. В этот список, отсортированный в порядке увеличения расстояния, вошли звезды в радиусе 16 световых лет от нас. Включая Солнце, в настоящее время известно 56 подобных звездных систем. В общей сложности они содержат 63 звезды и 13 субзвезд, коричневых карликов. Среди близких к Земле светил есть малыши размером с систему Юпитера и колоссы намного больше Солнца. Не все они блистают в нашем небе. В список астрономов попали только 3 звезды ярче первой величины. Они видны с Земли невооруженным глазом. Альфа Центавра не самая яркая из них, хотя именно она ближе всего к Земле. Но надолго ли это? Вдруг, пока мы будем туда лететь, другая звезда займет место рядом с Солнцем? Звезды действительно не являются неподвижными объектами. В течение длительных периодов времени медленное независимое движение светил изменяет их относительное положение и расстояние до наблюдателя. Благодаря этому некоторые далекие от нас сейчас звезды со временем становятся новыми соседями Солнца. Ну а близкие светила перемещаются куда-то в глубины Вселенной. Команда исследователей из Европейского космического агентства решила наглядно проиллюстрировать такой процесс. Для этого астрономы обратились к недавно опубликованному релизу данных космической обсерватории Гайа и получили информацию о скоростях движения и траекториях 74 281 звезды в радиусе 326 световых лет от Солнца. На основе этих данных ученые создали компьютерную симуляцию их дальнейшего движения вокруг центра Млечного Пути. Модель демонстрирует, что большинство наших звездных соседей находятся на близких к кругу орбитах, пролетающих в районе плоскости галактического диска. Время от времени с ними сближаются объекты из гала Млечного Пути и его центральной части. Также бывают гости из близких к нам рассеянных звездных скоплений Геады и Волосы Вероники. Они также пополняют список близких к Земле звездных жителей. Одной из первых звезд сильно приблизится к нашему миру оранжевый карлик Gliese 710. Это светило массой примерно вдвое меньше Солнца. В настоящее время находится в 62 световых годах от Земли. По оценкам, оно подойдет на расстояние менее чем в 1,3 светового года к Солнцу, но не скоро, через 1,4 миллиона лет.
А после свежих наблюдений за Gliese-710 космическим аппаратом Гайа выяснилось нечто более невероятное. Оранжевый карлик подберется буквально вплотную к Солнцу. Светило окажется всего в 4300 астрономических единицах от нашей звезды. Это всего примерно в 100 раз больше, чем расстояние от Земли до Плутона. Хотя слово «всего» здесь понятие астрономическое. Самому быстрому в истории космическому аппарату Voyager 1 потребовалось бы 1200 лет, чтобы преодолеть это расстояние. Станет ли нашей ближайшей соседкой Gliese-710 или нет, люди смогут точно узнать только в далеком будущем. А пока речь идет об Альфа Центавра, которая в космическом измерении выбрала себе место буквально у нас за углом. Можно включать космический GPS, чтобы проложить к ней прямой маршрут? В данном случае не все так однозначно. Давайте совершим виртуальный осмотр этой звезды и узнаем, в чем кроется ее подвох. Альфа Центавра находится всего в 4,37 световых годах от Солнца. Астрономы с древних времен знают о нашей яркой соседке. Альфа Центавра указана еще в Альмагесте, звездном каталоге, составленном Птоломеем около 150 года нашей эры. Хотя светило было основательно задокументировано в древности, его характер оказался очень непростым. Только в конце 1600-х годов астрономы начали замечать, что объект состоит из нескольких звезд. Сначала рассмотрели 2 из них. Что представляют собой эти светила, которые так сияют в нашем небе? Самый яркий компонент в системе – звезда Альфа Центавра А или Ригел Кентавра. Она больше и массивнее Солнца. Диаметр светила в 1,2 раза, а масса в 1,1 раза превышает аналогичные показатели нашей звезды. Температура поверхности Альфа Центавра А составляет около 5500 градусов Цельсия, и она примерно в 1,5 раза ярче Солнца. Ригел Кентавра гравитационно заперта с Толеманом или Альфа Центавра Б. Толеман – оранжевая звезда главной последовательности диаметром 86% и массой 97% солнечных. Температура поверхности Альфа Центавра Б достигает лишь 5000 градусов, то есть звезда холоднее и примерно в 2 раза менее яркая, чем наше светило. По данным НАСА, Ригел Кентавра и Толеман разделены примерно 23 астрономическими единицами. Если же говорить о системе в целом, то у нее есть некоторые черты, сходные с Солнцем. Например, паре Альфа Центавра от 5 до 6 миллиардов лет. Они лишь немного старше нашей звезды и тоже находятся в расцвете сил. Альфа Центавра и Солнце, можно сказать, поддерживают добрососедские отношения. Граница гравитационного захвата Солнца простирается на 3,81 светового года и доходит почти до владений пары компаньонок. Астрономы считают, что гравитация Альфа Центавра может привлекать блуждающие планеты в зону своего влияния, не пропуская их ближе к нам. Солнце с соседками даже способны играть в своеобразный космический покер. Они перебрасывают своей гравитацией планеты-изгои как карты друг другу. Однако ни одна звезда не оставляет этих бродяг в своей системе, выбрасывая их в конечном итоге в открытое пространство. У Солнца, понятно, хватает своих планет, и лишние ему не нужны. А вот обе компаньонки Альфа Центавра как-то своими планетами не обзавелись. Правда, в 2012 году астрономы объявили об обнаружении планеты, вращающейся вокруг Альфа Центавра Б. Но после дополнительных исследований открытие подверглось серьезным сомнениям. Сейчас в научном мире принято считать, что планеты не существует. У Альфа Центавра А в феврале 2021 года был обнаружен кандидат в экзопланеты Альфа Центавра А-Б. Ее существование еще предстоит подтвердить или опровергнуть. Если планета все же есть, то это будет очень ценная находка. Она войдет в зону обитаемости звезды, а ее радиус и период вращения окажутся примерно равным земным. Двойник Земли? Возможно. Но это еще под большим вопросом. Ученые все больше сомневаются в ее существовании. А между тем, некий аналог Земли в системе Альфа Центавра уже доподлинно известен. Откуда он мог появиться, если Ригел Кентавра и Толеман пока что официально планетами не обзавелись?
Вспомним, что наша звездная соседка полна загадок, и это одна из них. В 1915 году астрономы узнали, что в компании Альфа Центавра не 2, а 3 объекта. Последний компаньон, с которым мы еще не встретились, как раз ближе всего к Солнцу. Каким образом он так долго скрывался от астрономов? Узнаем обо всем, ближе познакомившись с таинственной звездой. Третий компонент системы — красный карлик Проксима Центавра. Это небольшая звезда массой всего 12% солнечной, а радиусом меньше аж в 7 раз. Температура ее поверхности тоже невелика, чуть больше 2800 градусов Цельсия. Некоторые экзопланеты по температуре обогнали эту звезду. В пример можно привести Кельт 9b из созвездия Лебедя, разогретую примерно до 4327 градусов. Неудивительно, что Проксима Центавра очень тусклая. Ее светимость составляет мизерные 0,017% солнечной. В ярком свете двух других компаньонов Альфа Центавра астрономы долго не замечали ее в небе. Хотя именно Проксима находится ближе всего к Солнцу в 4,25 светового года. Интересно, что она, похоже, мечтает о еще более тесном соседстве, потихоньку продвигаясь к Солнцу. Через 26 700 лет звезда окажется от нас на расстоянии немногим более 3 световых лет. Тусклый, прохладный красный карлик. Даже на таком близком расстоянии его приближение, конечно, ничем нам не грозит. Вместе с тем не нужно недооценивать маленькую звезду. Она не прочь показать свой характер, периодически вспыхивая в небе. Внезапные всплески яркости ученые связывают с увеличением магнитной активности светила. Подобное случается также на Альфа Центавра b, но очень редко. Проксима Центавра вообще держится от компаньона как бы особняком. В настоящее время она находится на расстоянии около 13 тысяч астрономических единиц от обеих звезд. В течение ближайших 300 тысяч лет Проксима приблизится к паре Альфа Центавра на 4100 астрономических единиц, но это все равно очень далеко. Ученые даже выдвинули версию, что две звезды Альфа Центавра много миллионов лет назад похитили Проксиму, захватив ее гравитационным притяжением. И не зря. Именно этот тусклый красный карлик обогатил Звездный союз экзопланетами. Проксима b обнаружена астрономами в 2016 году во время гравитационных игр со своей звездой. Ее засекли радиальным методом, основанным на колебании звезд под влиянием планетарных орбит. Конечно, планеты не могут сильно расшатать более массивные звезды, но спектр цвета от их взаимодействия у светил слегка меняется. По таким колебаниям астрономы уже зафиксировали более 1000 экзопланет, но именно Проксима b заняла место на вершине топа этих находок. Наша ближайшая космическая соседка оказалась похожей на Землю. Две планеты почти близнецы по размеру и весу. Масса у Проксима b всего лишь в 1,3 раза больше земной. К тому же она предположительно каменистая, как и наш мир. В этом случае, по расчетам НАСА, ее радиус составляет 1,1 земного, если допустить плотность экзопланеты в 5,51 грамма на сантиметр в кубе, как у нас. Только места жительства в своих системах планеты выбрали разные. Проксима b подобралась близко к центру. Она расположена лишь в 0,05 астрономических единицах от своего светила, намного ближе, чем Меркурий от Солнца. Но как такая планета может походить на Землю? Это наверняка уголек, сожженный пламенем своей звезды. На самом деле Проксима b ухитряется мирно существовать буквально в обнимку со своей звездой, совершая оборот по орбите всего за 11 дней. Секрет кроется в маленькой температуре Проксима Центавра. Красный карлик посылает экзопланете 65-70% от потока излучения, которое Солнце дает Земле. Благодаря этому Проксима b, как и Земля, попадает в обитаемую зону звезды. То есть на ней потенциально может существовать белковая жизнь. Модели вообще превзошли самые смелые ожидания исследователей, показав на Проксима b очень стабильный климат. Однако существует и альтернативный взгляд.
Проксима Б может оказаться далеко не благодатным миром, а скорее жестоким и бесплодным. Когда на красном карлике происходит вспышка, он со страшной силой бомбардирует экзопланету ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами. Согласно последней оценке ученых, Проксима Б получает в 60 раз больше высокоэнергетического излучения и в 400 раз больше рентгеновского излучения, чем Земля. Такие атаки способны полностью стерилизовать любой мир до последнего микроба. Впрочем, ученые допускают, что Проксима Б сохранила часть атмосферы, особенно если в юности она успела сформировать вокруг себя толстый газовый покров. Извержения вулканов или удары комет тоже способны частично компенсировать потери атмосферы за счет выброса газов. Либо, по другому предположению, Проксима Б защищена от радиации мощным магнитным полем. Ученые надеются проверить свои версии с помощью 39-метрового телескопа ISO и ILT, строительство которого ведется в Чили. Он позволит четко выделить планету на фоне звезды и разгадать ее загадки. Хотя, согласитесь, надежнее было бы увидеть все своими глазами. Тогда можно разобраться со всеми загадками компаньонок Альфа Центавра и точно определить, годится ли Проксима Б на роль второй Земли. Она, возможно, даже посылает нам приглашение в гости. По крайней мере, астрономы получают неизвестные радиосигналы со стороны Проксима Центавра. Ученые до сих пор точно не определили их природу. То ли это какие-то неизвестные космические процессы создают шум в радиоэфире, или ложный сигнал создают помехи на нашей орбите. А может, весточку нам посылают инопланетяне? Как об этом узнать от самой звезды, можно сказать, из первых рук? Побывать на месте происшествия. В обычной жизни нам легче всего добраться до ближних соседей. Только со звездами это не работает. 40 триллионов километров – вот какое гигантское расстояние придется преодолеть. Есть ли средства передвижения по космосу, которые в приемлемые сроки подбросят нас к звездным соседкам? Если бы мы могли путешествовать со скоростью света, то достигли бы Альфа Центавра за 4 года. Однако лишь безмассовым частицам света, фотонам, законы физики позволяют так быстро рулить по небу. А мы с вами, наши космические корабли и все остальное имеет массу. Значит, свет не догнать. Хотя, крутые идеи на этот счет есть, и немного позже мы их обязательно разберем. Пока давайте протестируем доступные нам современные технологии. Почему бы не отправиться на таком космическом корабле в гости к нашей ближайшей звездной соседке? Сразу скажем, это будет нелегкой задачей. Сейчас космические корабли в основном заправляют химическим горючим. Самое простое однокомпонентное топливо представляет собой один вид вещества, которое разлагается в процессе работы на нагретые газы. При этом выделяется энергия, создающая тягу. Температура реакции невысока и дает низкую эффективность двигателей. Гораздо больше энергии выделяется при химической реакции двух разных компонентов, образующих топливную пару – окислителя и горючего. Их взаимодействие нагревает смесь газов до 2500–3000 градусов. Основное деление топливных пар проходит по температурному классу. Очень холодные сжиженные или криогенные газы и жидкости с обычными температурами, то есть высоко кипящее топливо. Криогенной считается топливная пара хотя бы с одним охлажденным компонентом. Например, это классическая смесь керосин, жидкий кислород советских ракет-носителей «Союз». 3 главных двигателя Space Shuttle работали на жидких кислороде и водороде, охлажденных до низких температур. За какой период времени корабли на парном химическом топливе способны достичь Альфа Центавра? К примеру, Аполлон-11 летел со скоростью 40 тысяч километров в час. Он смог бы добраться до ближайшего компаньона из звездной троицы, красному карлику Проксима Центавра, более чем за 100 тысяч лет. Представляете этот срок? 100 тысяч лет назад по Земле еще бродили мамонты, а разрозненные племена древних людей в основном жили на территории Африки. Вот какой отрезок времени придется находиться на борту космического корабля. При таком путешествии в замкнутом пространстве сменятся тысячи поколений. Чтобы избежать вырождения, нужно отправить к Земле миллионы людей.
Ученые выделяют еще несколько важных проблем межзвездного полета. Неизвестно, сможет ли космический корабль функционировать такой продолжительный срок. К тому же химическим ракетам потребуется неприемлемо огромное количество топлива. Чтобы тащить за собой емкости размером примерно с Луну, космический корабль должен быть сопоставим с Землей. Конечно, космические аппараты со временем летают все быстрее. Например, солнечный зонд Паркер, который был запущен ранее, двигается со скоростью около 0,067% от световой. Исследователи Фредерик Марин и Камиль Белуффи решили использовать в своих уравнениях именно эту скорость при расчете времени достижения соседней звезды. При подобном разгоне межзвездное путешествие займет около 6300 лет. Это гигантский отрезок времени, но его уже можно представить, хотя и с трудом. Земляне, не видевшие Земли, от этой мысли как-то становится не по себе. Сколько поколений сменится на корабле? Понятно, что не менее сотни. Однако из этого вытекает более интересный вопрос. Возможен ли хотя бы теоретически подобный космический поход? В нашем понятии практически бесконечный. Каким должен быть минимальный экипаж, чтобы сохранить генетическое разнообразие в течение всего полета? Фредерик Марин и Камиль Белуффи, кажется, нашли ответ на вопрос. Ученые рассчитали вероятность выживания для миссии с разным количеством людей. Также учитывались правила воспроизведения экипажа, которых придется придерживаться во время полета. Выбрать подходящих людей для миссии, которая затянется на столько поколений, будет непросто. Среди основных параметров можно назвать изначальное количество мужчин и женщин, их возраст и продолжительность жизни, уровень бесплодия. Также важно правильно определить максимальную вместимость корабля, его возможности для нормального поддержания жизни и многое другое. Как только эти параметры определены, их можно подставить в алгоритм под названием Heritage. Сначала алгоритм создает экипаж с выбранными качествами, затем рассчитывает естественную или случайную смерть каждый год и проверяет, какие члены экипажа способны за это время родить детей. Затем алгоритм случайным образом соединяет двух членов экипажа разного пола и оценивает, могут ли они иметь ребенка. Если это возможно, алгоритм создает нового члена экипажа. Этот цикл теоретически повторяется до тех пор, пока экипаж либо не вымрет, либо не достигнет Проксима Центавра через 6300 лет. В сценарии для каждой миссии также учитываются разного рода катастрофы, вирусы, столкновения или аварии, которые могут сократить экипаж на треть. Алгоритм проигрывает каждую экспедицию около 100 раз. Нужно разобраться в том, сколько же людей достигнут конечной остановки. Далее определяется вероятность успеха на протяжении 100 миссий для разных начальных размеров экипажа. Алгоритм предсказывает, что стартовый экипаж из 14 пар имеет нулевые шансы достичь Проксима Центавра. Такая маленькая группа не обладает достаточным генетическим разнообразием, чтобы выжить даже без каких-то катаклизмов. Исследователи наблюдали на животных, что генетическое разнообразие начальной популяции из 25 пар может поддерживаться бесконечно долго при тщательном размножении. Но когда алгоритм использует эту популяцию в качестве стартового экипажа из 25 мужчин и 25 женщин, картина получается иной. Она показывает 50% вероятность вымирания до достижения цели. Во многом это объясняется случайными событиями, способными повлиять на миссию. Шансы на успех достигают 100%, когда в начальном экипаже 98 поселенцев или 49 брачных пар. Можно сделать вывод, что именно такой минимальный экипаж необходим для путешествия к Проксима Центавра Б. Это, несомненно, интересная работа, но она только заложила основу для более детального моделирования. Например, нельзя исключить, что уровень рождаемости в глубоком космосе совершенно иной по сравнению с земным, а шансы на рождение здорового ребенка значительно ниже из-за более высокой скорости мутаций под воздействием радиации. В свою очередь, вероятность апокалипсиса из-за несчастных случаев или чумы может оказаться мизерной. Или, по крайней мере, гораздо меньше, чем вероятность социальной катастрофы. Это могут быть вражда, острые конфликты внутри экипажа и многое другое. Словом, все получается очень сложно.
Хотелось бы добраться до Альфа Центавра побыстрее и без заморочек с воспроизведением экспедиции, так что мы продолжим тестировать различные виды космических кораблей. Среди них есть еще летательные средства, можно сказать, с опытом. Ракеты на ионных двигателях уже не раз выходили в открытое пространство. Реактивная тяга в них создается на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле. Сам процесс специалисты не считают сложным. В камеру подается какой-то газ, обычно инертный, такой как аргон, ксенон, криптон. Также в некоторых случаях используется ртуть. Далее этот газ бомбардируется высокоэнергетическими частицами, которые открывают электроны с оболочек атомов газа. Двигатель интересен тем, что потребляет мало топлива и очень долго сохраняет работоспособность. В последние годы технологии ионных двигателей применялись на практике. Миссия SMART-1 Европейского космического агентства по исследованию Луны – отличный тому пример. Для полета на наш спутник космическому кораблю потребовалось всего 82 килограмма ксенонового топлива. Минус в том, что ионным двигателям нужно много времени для разгона космического аппарата до больших скоростей. В данном случае все зависит от топлива и выработки электроэнергии. Можно ли обеспечить их в нужном объеме? Если использовать ионное движение при миссии к Проксима Центавра, двигатели должны иметь мощный источник энергии. Еще понадобятся большие запасы топлива, хотя и меньшие, чем для обычных ракет. Допустив, что 81,5 килограмма горючего дает возможность разогнаться до 56 тысяч километров в час, ученые провели нужные расчеты. Они пришли к выводу, что при такой скорости потребуется 81 тысяча лет для перелета к Проксима Центавра. Но если ионные двигатели сделать крупнее и мощнее, то скорость окажется намного выше. Правда, все равно время перелета останется значительно больше срока человеческой жизни. А что если пойти по другому пути и использовать для миссии естественную силу космоса? Это звучит как-то странно. Но на самом деле работает отлично. Самый быстрый способ, который уже использован на сегодняшний день – гравитационный маневр. То есть космический аппарат использует орбитальное движение планеты, а также ее силу притяжения для изменения пути и скорости. Космический аппарат Mariner 10 в 1972 году первым приспособил гравитационную тягу Венеры для разгона в сторону Меркурия. В 1980-х зонд Voyager 1 тоже использовал Сатурн и Юпитер для таких маневров. Аппарат разогнался до 60 тысяч километров в час и вышел на этой скорости в межзвездное пространство. И если бы Voyager 1 постоянно двигался с данной скоростью, ему потребовалось бы 76 тысяч лет для достижения Проксима Центавра. Более 2500 поколений сменилось бы в космосе, чтобы преодолеть это расстояние. Но если взять в расчет рекордную скорость Helios-2 – 240 тысяч километров в час, все стало бы намного интереснее. Тогда потребовалось бы 19 тысяч лет, чтобы добраться до Проксима Центавра. Участью 600 поколений стала бы жизнь на борту космического корабля. Существенно лучше, хотя все еще далеко от реальности. Что ж, посмотрим еще один продвинутый способ межзвездных путешествий, который только что прошел тестирование. Речь идет о радиочастотном двигателе с резонансной полостью, известном как EM-Drive. Он основан на идее прямого преобразования электроэнергии в тягу. Ученые НАСА заявили, что успешно испытали этот двигатель в вакууме, то есть он годится для полетов к дальним звездам. По расчетам на базе прототипов НАСА, космический аппарат на электромагнитном двигателе менее чем за 18 месяцев может долететь до Плутона. Зонд «Новые горизонты» двигался к карликовой планете в 6 раз медленнее. Но даже с учетом многократного повышения скорости, по сравнению с новыми горизонтами, зонд на электромагнитных двигателях будет лететь к Проксима Центавра 13 тысяч лет. Таким образом, 430 поколений провели бы жизнь на борту корабля. Неплохо, но все же недостаточно для успеха. Если нужен еще более быстрый транспорт, специалисты предлагают обратить внимание на ядерные установки. Недаром это самый мощный источник энергии на Земле. НАСА десятилетиями изучают подобные варианты.
По мнению ученых космического агентства, ракеты на ядерном топливе можно оснастить урановыми и дейтериевыми реакторами. Процесс предполагает прежде всего нагрев водорода в реакторе и превращение его в плазму. Она будет направляться в сопло ракеты, генерируя тягу. По сравнению с химическими двигателями, у ядерных есть неоспоримые преимущества. Прежде всего, это практически неограниченная энергетическая плотность. Кроме того, ядерный двигатель будет вырабатывать мощную тягу по отношению к объему топлива, которое использует. Процесс позволяет сократить количество необходимого горючего, а значит вес и стоимость аппарата. Хотя двигатели на тепловой энергии пока в космос не выходили, их прототипы уже создали и испытали. Самая лучшая из предложенных концепций имеет максимальный удельный импульс в 5000 секунд. Космический аппарат с ядерным двигателем подбросит людей на Марс всего за 90 дней. По крайней мере, теоретически это возможно, когда Красная планета подойдет на расстояние 55 миллионов километров к Земле. Но если говорить о путешествии к Проксима Центавра, ядерной ракете потребуется столетия для разгона. Потом будут несколько столетий пути, а за ними еще много веков торможения на пути к цели. На все вместе уйдет не менее 1000 лет. Звучит очень привлекательно, и все же это путь для десятков поколений. Может, найдем что-нибудь быстрее? Ядерная силовая установка как двигатель для быстрого космического путешествия когда-то подавала большие надежды. Ее пытались создать в рамках проекта «Орион», который просуществовал с 1958 до 1963 года. Авторы проекта рассчитывали использовать импульсные ядерные взрывы, чтобы обеспечить огромную тягу двигателя. Проект «Орион» представлял собой большой космический корабль, который набирает скорость за счет взрывов ядерных боеголовок. Бомбы планировалось выбрасывать позади ракеты. Ускорение она получала от взрывной волны, которая уходила в расположенную сзади панель для толчка. Хотя сейчас эту конструкцию сложно назвать привлекательной, у нее сохранились свои плюсы. Ракета продемонстрировала возможность обеспечить высокую удельную тягу, то есть извлечь максимальное количество энергии из источника топлива. В данном случае речь идет о заправке множеством ядерных бомб. Затраты на такое горючее минимальные. Зато космический корабль мог разогнаться до очень высокой скорости, по некоторым оценкам, равной 5% от световой. Конечно, у проекта имелись неизбежные минусы. Корабль понадобился бы гигантского размера и веса, а потому крайне дорогой и сложный в инженерном исполнении. По оценкам экспертов, «Орион» на водородных бомбах весил бы от 400 до 4 миллионов метрических тонн, и, по крайней мере, 3/4 этого пришлось бы на ядерные заряды, каждый весом до 1 тонны. Трудно вообразить, какую огромную дозу радиации получал бы такой корабль, и сколько ядерных отходов пришлось бы утилизировать после его тестирования. Считается, что именно по этой причине проект был свернут в рамках договора о частичном запрете ядерных испытаний от 1963 года. Целью была остановка чрезмерных выбросов радиоактивных отходов в атмосферу планеты. Ну, раз с этим получилось неудачно, мы можем протестировать кое-что интереснее. Посмотрим на наше Солнце, которое постоянно поддерживает термоядерную реакцию в своих недрах. Ученые решили последовать примеру нашего светила для космических полетов. Идея заключалась в применении энергии ядерного синтеза, а не деления, как в предыдущих случаях. Эта концепция обладает преимуществами с точки зрения эффективности топлива и удельного импульса. По расчетам, скорость такого космического судна должна достигать 10 600 км в час, что намного превышает возможности обычных ракет. Технология активно изучалась в течение последних нескольких десятилетий, и было представлено много предложений. Например, между 1973 и 1978 годами британское межпланетное общество предложило проект под названием «Дедал». Он должен был отправиться к звездным соседкам Солнца, даже более далеким, чем Альфа Центавра.
Концепция предполагала строительство двухступенчатого беспилотного научного зонда, который смог бы добраться до звезды Барнада в 5,9 световых годах от Земли, причем все должно было произойти в срок, который сопоставим с человеческой жизнью. Вот каким предполагался полет Дедала. Представим аппарат, у которого 2 ступени. Первая, более крупная, работает в течение 2 лет и разгоняет корабль до 7,1% скорости света. Затем эта ступень отбрасывается, зажигается вторая, и аппарат за 1,8 года достигает 12% скорости света. Потом двигатель второй ступени отключается, и корабль летит дальше в течение 46 лет. По оценкам сотрудников проекта, миссии потребовалось бы 50 лет, чтобы достичь звезды Бернада, а к Проксима Центавра тот же зонд добрался бы вообще за 36 лет. Согласитесь, это было бы настоящим космическим прорывом. Но только Дедал на сегодняшний день нереален. Многие вещи играют против него. К примеру, на Земле практически нет гелия-3, нужного для воплощения концепции в жизнь, а значит, его придется добывать в другом месте. Вероятнее всего, здесь подойдет Луна. Такие планы уже есть. Остается только открыть копии на нашем спутнике. К тому же возникает вопрос размера и стоимости судна типа Дедала. Даже по скромным оценкам, полностью оборудованный аппарат будет весить 60 тысяч тонн. Этот гигант обойдется в нереальную сумму, равную всем доходам человечества. Также потребуется уровень термоядерного реактора, намного превышающий наши возможности. И все же, несмотря на все недостатки, проект по-прежнему считается перспективным. Это же относится к другому типу, прямоточному, воздушно-реактивному двигателю. Вот в чем его суть. По мере того, как аппарат набирает скорость, реактивная масса попадает в магнитное поле, которое сжимает ее до начала термоядерного синтеза. Затем магнитное поле направляет энергию в сопла ракеты, ускоряя судно. Никакие топливные баки не будут замедлять работу подобного термоядерного двигателя. Ему теоретически удастся развить скорость порядка 4% световой. Тем не менее, с этой миссией тоже многое не так. Взять хотя бы проблему трения. Космический аппарат, который полагается на высокую скорость сбора топлива, будет сталкиваться с большим количеством межзвездного водорода. В результате корабль станет терять скорость, особенно в плотных регионах галактики. Есть еще одна серьезная проблема. В космосе совсем немного дейтерия и трития, которые используются в реакторах на Земле. А синтез обычного водорода, которого много в пространстве, нам пока не подвластен. А вот чего у нас тоже очень мало, так это солнечного света. И выглядело бы странным, если бы люди не попытались приспособить его к космическим полетам. Ветер разгоняет на Земле корабли, точно так же Солнце могло бы двигать их по просторам Вселенной, если, конечно, оснастить эти межзвездные каравеллы соответствующими парусами. Солнечная энергия содержит множество плюсов. Корабли на такой тяге относительно простые и дешевы. Им не нужно топливо. Паруса будут работать как лист бумаги, в который бросили мяч. Бумагу отталкивает сила удара. Аналогично импульс света передается парусу, что заставляет его отталкиваться и ускоряться. Причем все происходит в космическом вакууме, где нет сопротивления воздуха. В случае межзвездного перелета такой парус придется подталкивать сфокусированными лучами энергии. Для этого предлагается использовать лазер или микроволны, которые позволят космическому судну почти догнать свет. Давайте протестируем каждую из технологий. Если говорить о лазере, то это очень крутая идея. Парусникам в случае поддержки лазеров не нужно вести топливо на борту, и к тому же лазерная энергия не рассеивается на расстоянии. Правда, такому судну требуется некоторое время для разгона, однако после этого он будет ограничен только скоростью света. Для успеха важно выяснить, сколько может длиться разгон. Роберт Фрисби из НАСА полагает, лазерный парус достигнет половины скорости света меньше, чем за 10 лет. Астрофизик рассчитал, что парус диаметром 320 километров мог бы добраться до Проксима Центавра за 12 лет, а под парусом в 965 километров космическая каравелла вообще помчится по небу как бешеная,
и всего через 9 лет достигнет цели. Однако строить такой парус придется из продвинутых композитных материалов, чтобы избежать плавления. Это будет особенно сложно, учитывая размеры изделия. Еще менее оптимистически звучит прогноз по потреблению энергии. По мнению Фрисби, раздуть столь огромный парус может стабильный поток в 17 тысяч тераватт. Примерно столько весь мир потребляет за один день. Словом, до воплощения в жизнь этих концепций еще далеко. Но разработки ведутся очень активно. И, похоже, ученые придумали, как уже в ближайшее время узнать многие тайны ближайшей звезды. Они планируют отправить туда флотилию нанозондов. В рамках программы Starshot к Проксима Центавра полетят десятки тысяч крошечных аппаратов размером до 1 грамма. На орбите зонды откроют огромные солнечные паруса размером 4 на 4 метра из тонкой фольги. В то же время с Земли массивы лазеров площадью 1 на 1 километр направят на паруса потоки излучения для разгона. Постепенно флотилия наберет 20% скорости света и доберется до Проксима примерно за 25 лет. Там зонды соберут необходимую информацию, снимут фото и видео, а затем передадут данные на Землю. Мы получим их еще через 5 лет. Правда, пока время запуска нанофлотилии не определено, однако проведено успешное тестирование нескольких зондов. Но все-таки только люди смогут до конца изучить звезду Проксима Центавра и ее планеты. Рано или поздно это наверняка случится. На каком транспорте отправятся туда наши потомки? На паруснике или космическом корабле с электромагнитным ядерным двигателем? После тестирования мы видим, что не исключен любой вариант. А их предлагается очень много, и некоторые сегодня кажутся полной фантастикой. Однако именно эти технологии в будущем могут внезапно оказаться в числе первых кандидатов на межзвездные перелеты. Один из таких вариантов — создание топлива на основе странного, практически неуловимого вещества. Речь идет об антиматерии, теоретически способной разогнать корабль почти до скорости света. Она состоит из античастиц, которые как бы являются зеркальным отражением обычных частиц. Каждая пара частицы и античастицы имеют одинаковую массу и свойства, а вот заряды у нее разные. Их вообще нельзя назвать дружными родственниками. Напротив, они абсолютно не переносят близкого общения. Во время взаимодействия в паре происходит аннигиляция, реакция превращения в какие-то иные частицы, отличные от исходных. При этом выделяется огромное количество энергии, которую можно использовать в двигателях космических кораблей. И всего 100 граммов антивещества хватит для полета к Проксима Центавра. Но где его взять? Антивещество ученым пока не удается найти в природе, а при искусственном производстве оно обходится слишком дорого. На Большом адронном коллайдере удалось получить лишь несколько триллионных долей грамма антиводорода. На основе этого эксперимента НАСА подсчитали его примерную стоимость. 1 грамм обойдется в $62,5 триллиона. Так что 100 граммов, необходимые для полета к Проксима Центавра, разорит мировую экономику. Хотя в этом вопросе есть некоторый прогресс. Сейчас НАСА изучают возможность использования магнитных совков для сбора антиматерии. Гипотетически она должна встречаться в поясе Ван Аллена или в поясах газовых гигантов, например, Юпитера. Если версия подтвердится, стоимость антивещества станет более доступной. Представляете, какие возможности это откроет перед нами? Межзвездный корабль с двигателем на антивеществе мог бы достичь Проксимы Центавра чуть больше, чем за 8 лет. Быстрее это сделать уже не получится, разве что совершить невозможное – летать на скорости, почти неотличимой от световой. И в 1994 году мексиканский математик Мигель Алькубьерре нашел лазейку, математически обосновав такую возможность. Он создал проект космического корабля с варп-двигателем, способного искривлять пространство. Вот как математик обошел законы физики в своей концепции. Согласно современной модели космологии, Вселенная постоянно расширяется, но она может и сужаться. При этом наука не ограничивает предел скорости для расширения или сжатия пространства. Как раз то, что нужно.
Для сверхсветового перемещения варп-корабль сжимает перед собой материю. Позади она расширяется и окутывает космическое судно пузырем пространственно-временного искривления. В этой оболочке звездолет остается неподвижным, а передвигается сам пузырь. То же самое происходит с вами в машине, поезде или самолете. Транспорт перевозит вас в каком-то направлении, но сами вы при этом не двигаетесь. По такому принципу, не нарушая законов физики, варп-корабль способен почти догнать свет. Если отправиться на нем к Проксима Центавра Б, то на дорогу уйдет всего 6 месяцев. Подобный срок указан в расчетах Мигеля Алькубьерре. Конечно, такого фантастического корабля еще не существует, но мы можем протестировать его прототип. В НАСА создали 3D-модель корабля, который назвали IXP Enterprise в честь звездолета из сериала «Звездный путь». Прежде всего привлекает внимание необычная форма космического судна. Его двигатель представляет собой два кольца, которые должны создать пузыри пространственно-временного искривления вокруг корабля. Для создания реального варп-двигателя необходима экзотическая материя с отрицательной массой. Это странное вещество, которое при толчке ускоряется в сторону, противоположную приложенной силе. Предположим, что при игре в волейбол вы бросили вперед мяч из экзотического материала. Он полетит не к сетке, а прямо вам в голову. Так и в варп-двигателе эта материя будет сужать пространство, направляя его в обратную сторону от естественного движения. Проблема в том, что нужная экзотическая материя в природе до сих пор не найдена. Правда, команда физиков из Университета штата Вашингтон недавно получили жидкость с отрицательной массой, которая при ускорении движется в обратном направлении. Но одно дело превратить в экзотическую материю несколько атомов, а другое — произвести ее достаточно для межзвездных путешествий. Расчеты необходимой энергии неутешительны. Варп-двигатель будет непомерно прожорлив. Однако ученые не отступают. Недавно в НАСА провели эксперименты с колебаниями сегментов варп-двигателя на высоких частотах. Результаты показали, что этот процесс упростит движение корабля через пространство-время. Еще таким образом удастся значительно уменьшить нужное для перелета количество экзотической материи. Понадобится примерно столько энергии, сколько используют в США за год. Топливо поместится в резервуар, сопоставимый по размерам с космическим зондом Voyager. Это, конечно, очень много, но допустимо. Так, шаг за шагом ученые приближают нас к таинственной звездной соседке. Межзвездная парусная регата между Солнцем и Альфа Центавра, прыжок к тройке ближайших к нам светил на варп-корабле. Сейчас об этих невероятных развлечениях, кажется, можно только мечтать. Но не будем забывать, что в науке не раз случались настоящие прорывы. Возможно, один из них позволит создать тот же варп-двигатель намного быстрее, чем мы думаем сейчас, и долететь до ближайшего светила. Наверняка удивительное трио звезд Альфа Центавра по-соседски сможет рассказать много интересного. Например, как они уживаются в общей коммуналке. А их планета Проксима Б даже пригласить нас на постоянное место жительства, став вторым домом для людей. Надо только проложить к ней регулярный и быстрый маршрут.